Привет, Арми! Добро пожаловать обратно на канал Зона BTS. Неудержимые. Химия между Taecukом просто взрывается. В разгар выступления их культовый танец становится мировым трендом. Мир развлечений снова потрясен, и на этот раз все взгляды прикованы к двум мировым суперзвездам, которые всегда привлекают к себе внимание – Чон Чингуку и Ким Тэхёну. То, что ожидалось как обычное выступление BTS после возвращения на сцену, превратилось в нечто, превосходящее все ожидания. То, что произошло на сцене в тот вечер, было не просто выступлением, это был взрыв эмоций, химии и незабываемый момент, который за считанные минуты захватил мировые социальные сети. Свет погас. Рев ARMY разнесся по всей арене. Зазвучала вступительная музыка. Медленное, таинственное, полное напряжение. Камера запечатлела силуэты участников BTS, стоящих в идеальном строю. Но с первой же секунды что-то изменилось. Когда прожектор наконец осветил Чингука и Тэхёна, фанаты мгновенно поняли, что это будет необычный вечер. Их взгляды встретились. Это был не просто профессионализм, это было что-то более глубокое, более напряженное. Фанаты, наблюдавшие за выступлением как вживую, так и через стриминговые платформы, начали строить предположения. Было ли это частью концепции, или за выступлением разворачивалось что-то настоящее? По мере того, как музыка становилась все громче, они начали двигаться. То, что начиналось как стандартная хореография, быстро превратилось в выступление, переполненное эмоциональной энергией. Чингук выполнял резкие, мощные движения, а Тэхён излучал таинственную, магнетическую ауру. Но что действительно лишило всех дара речи, прежде чем перейти в крики, это их синхронность. Каждый шаг, каждый поворот, даже каждый вдох, казалось, что они связаны на одной частоте. Когда Тэхён приблизился к Чингуку в середине выступления, камера запечатлела момент, который мгновенно стал вирусным, едва заметная улыбка, пронзительный взгляд и движение плечом, которые фанаты теперь называют их секретным сигналом. Арена взорвалась. И тут это случилось. Во время второго припева музыка внезапно стихла, оставив только глубокий басовый ритм. Чингук шагнул вперед. Тэхён следовал за ними по пятам. Через несколько секунд они исполнили движение, которое фанаты теперь называют культовым покачиванием Taecука. Само движение было простым, но невероятно завораживающим, плавное, но смелое покачивание тела в сочетании с выразительными мимическими движениями, передающими неподдельные эмоции. Зрители взорвались от восторга. Некоторые фанаты даже плакали. В социальных сетях 10-секундный ролик этого момента мгновенно распространился. Менее чем за 30 минут хэштеги решетка Таека Аконфере, решетка Айкониксуэй и решетка Юнка Актааюнг взлетели на первое место в трендах более чем 40 стран. Платформы, такие как Twitter, TikTok и Instagram, были наводнены реакциями фанатов. Среди вирусных комментариев были «это не просто выступление, это история» и «то, как они смотрят друг на друга, я не могу это объяснить». Даже не фанаты были очарованы, многие признавали, что никогда раньше не понимали, насколько сильна химия между Чингуком и Тэхёном до сих пор. Интересно, что просочившийся в сеть закулисный ролик только добавил интриги. На видео Чингук смеется, ненадолго положив голову на плечо Тэхёна. Тэхён просто улыбается и небрежно похлопывает Чингука по спине. Это короткое, казалось бы, обычное взаимодействие вызвало бурные дискуссии среди фанатов. Была ли это просто дружба или что-то более глубокое? Многие фанаты признались, что не могли уснуть после просмотра выступления. YouTube заполонили видео с реакциями и драматичными заголовками вроде «Я был к этому не готов» и «Taecuk снова взорвал интернет». Некоторые даже назвали этот момент началом новой эры Taecука. Наблюдатели в индустрии указали на несколько причин такого эффекта. Идеальное время – это произошло во время крупного камбэка, когда ожидания и так были высоки, и они их превзошли. Подлинная эмоциональная связь, ничто не казалось натянутым, все выглядело естественно. Завораживающие визуальные эффекты и хореография, культовый танец был простым, но незабываемым.
И, наконец, органичное повествование фанатов, которые создали истории вокруг этого момента, сделав его еще более вирусным. С таким огромным влиянием остается вопрос: это только начало? Ходят слухи о возможном специальном проекте с участием Чингука и Тэхёна в качестве дуэта. Хотя официального подтверждения пока нет, предположения продолжают расти. В мире К-поп, полном зрелищных выступлений, лишь немногие моменты оставляют неизгладимый след. И тот вечер, когда Чингук и Тэхён стояли на сцене, двигаясь в идеальной гармонии, был одним из них. Не только из-за их движений, не только из-за их внешности, а из-за чего-то необъяснимого. Чего-то, что почувствовали миллионы людей по всему миру. Как раз когда все думали, что ажиотаж постепенно утихнет, произошло обратное. Спустя несколько часов после окончания выступления ажиотаж вокруг Чингука и Тэхёна только усилился. Видеоролики воспроизводились миллионы раз в ТикТок, замедленные, увеличенные, проанализированные покадрово. Фанаты уже не просто смотрели. Они проводили расследование. Один конкретный момент привлек всеобщее внимание. Прямо перед тем самым культовым покачиванием Чингук незаметно поправил наушник, взглянул в сторону, и Тэхён тут же повторил за ним следующее движение, не сбившись с ритма. Для обычных зрителей это было пустяком. Для ARMY это было всем. Им даже не нужно было подавать друг другу сигналы, они просто знали. В течение нескольких часов в Твиттере начали появляться целые ветки обсуждений, в которых разбирались так называемые микровзаимодействия. Среди самых вирусных теорий были коды зрительного контакта, синхронное дыхание и значение простого прикосновения к плечу за кулисами. Хотя скептики отвергали это как чрезмерный анализ, даже инсайдеры индустрии признавали, что уровень их синхронизации был необычайно естественным. Такую химию нелегко подстроить. Как будто этого было недостаточно, в сети начал распространяться короткий аудиоклип, якобы записанный сотрудником группы. Голос, хотя и не подтвержденный, звучал так: «Вы видели этот момент?» Этого не было на репетиции. Эта единственная фраза потрясла фанатов. Если это правда, то это означало бы, что самый вирусный момент, культовое покачивание, мог быть частично импровизирован. Критики, которые изначально ожидали возвращения группы стандартными способами, быстро пересмотрели свои мнения. Несколько развлекательных блогов описали выступление как мастер-класс по эмоциональному исполнению, редкое сочетание точности и спонтанности, где хореография встретилась с подлинной связью. Что сделало этот момент еще более необычным, так это его охват. Давние поклонники почувствовали ностальгию, вспомнив о ранних взаимодействиях и их неоспоримой связи. Между тем, новые поклонники мгновенно поддались очарованию. «Я пришла ради выступления, я осталась из-за них», стала популярной. Пожалуй, самая интригующая часть всего этого – то, что не было сказано. Ни Чингук, ни Тэхён не прокомментировали вирусный момент напрямую. Никакого заявления. Никаких объяснений. И все же, это молчание говорило о многом. В эпоху, когда все объясняется, их решение позволить моменту существовать естественным образом усилило его воздействие, позволив фанатам чувствовать, интерпретировать и устанавливать связь по-своему. Влияние вышло за пределы социальных сетей. Песни, исполненные на этой сцене, резко выросли в прослушиваниях по всему миру. В течение нескольких часов многие треки вернулись в топ-чарты. Старые песни снова стали популярными. Фан-монтажи стали трендовыми. Выступление не просто стало вирусным, оно изменило музыкальные тренды за одну ночь. Теперь в фандоме звучит один вопрос: был ли это просто момент или начало чего-то большего? По сути, то, что произошло в тот вечер, было не просто танцем, визуальными эффектами или даже музыкой. Речь шла о связи, той, которую нельзя навязать, той, которая не нуждается в объяснениях. Когда Чон Чингук и Ким Тэхён стояли рядом, двигаясь как одно целое, они создали нечто редкое – момент, когда миллионы людей по всему миру одновременно испытали одни и те же эмоции. И в тот момент грань между исполнителем и зрителем исчезла. И все же, даже когда момент, казалось, достиг своего пика, что-то еще более тонкое начало привлекать внимание.
Это было не какое-то масштабное движение или драматический жест, а скорее тихое пространство между ними, паузы, почти непосредственный контакт, почти невысказанные обмены, которые ощущались сильнее самой хореографии. Фанаты начали замечать, как Чон Чин-гук слегка замедлял движение на определенных моментах, словно подстраиваясь под ритм Ким Тэ-хёна, в то время как Тэ-хён отвечал с такой же сдержанной интенсивностью. Это создавало иллюзию, что выступление разворачивается в реальном времени, управляемое не только музыкой, но и инстинктом. Такой уровень взаимопонимания между двумя исполнителями встречается редко, даже среди опытных айдолов. И именно это вывело выступление за рамки технического совершенства, превратив его в нечто почти кинематографическое. Каждый кадр казался продуманным, но не постановочным. Каждое выражение лица имело вес, но оставалось естественным. Зрители больше не просто смотрели на сцену, они были свидетелями истории, рассказанной без слов. По мере распространения видеороликов фанаты начали склеивать разные ракурсы одного и того же момента, обнаруживая детали, невидимые на первый взгляд. Полсекунды задержки, перекличка, синхронное дыхание, каждое открытие лишь подпитывало повествование. Речь шла уже не только о том, что происходило на сцене, но и о том, насколько глубоко люди чувствовали связь с этим событием. И, возможно, именно это сделало этот момент по-настоящему незабываемым. Не масштаб, не вирусность, а то, как он побудил миллионы людей присмотреться, почувствовать глубже и поверить, что что-то подлинное только что произошло прямо у них на глазах. По мере развития дискуссии то, что начиналось как восхищение, постепенно переросло в эмоциональную привязанность. Фанаты больше не просто пересматривали выступление, они хранили его в памяти. Монтаж становился более кинематографичным, медленным, больше фокусировался на выражениях лиц, а не на хореографии. Каждая версия, казалось, подчеркивала разные уровни связи между Чон Чин-гуком и Ким Тэ-хён, словно ни один отдельный фрагмент не мог в полной мере передать то, что произошло в тот вечер. Некоторые фанаты начали отмечать, как за эти годы их сценическое присутствие стало более зрелым. Сравнивая прошлые выступления с этим, они заметили сдвиг не только в мастерстве, но и в эмоциональной глубине. Тогда их взаимодействие казалось игривым, спонтанным и легким. Теперь оно приобрело вес, определенный смысл и нечто гораздо более сложное для определения. Оно не стало громче или преувеличеннее, оно стало тише, контролируемее и каким-то образом более мощным. Тем временем каналы с реакциями на разных платформах не справлялись с наплывом. Новые видео загружались каждую минуту, каждое из них было наполнено недоверием, анализом и неподдельными эмоциями. Даже опытные зрители останавливались посреди видео, пытаясь осмыслить увиденное. Здесь что-то изменилось, повторяли многие, не в силах полностью объяснить почему. Выступление также вызвало волну творческих интерпретаций. Фан-теории превратились в визуальные разборы, эссе и даже короткометражные фильмы, вдохновленные этим единственным выступлением. Некоторые представляли это как историю о связи, не поддающейся описанию словами. Другие видели в этом отражение доверия, строившегося годами. А некоторые просто предпочли оставить это без объяснений, полагая, что, выразив это словами, они лишь ограничат истинный смысл. И все же, сквозь весь этот шум, одно оставалось неизменным – молчание с их стороны. Ни подтверждение, ни опровержение, ни объяснение. Просто представление, существовавшее само по себе, не тронутое никакими пояснениями. И в этом молчании момент продолжал расти, сформированный исключительно людьми, которые его пережили. И с каждым днем, вместо того, чтобы угасать, его влияние только усиливалось. То, что когда-то было вирусным моментом, начало превращаться в нечто почти вневременное в фандоме. Обсуждения больше не сводились к вопросу, что произошло, а к вопросу, почему это казалось таким реальным. Фанаты начали пересматривать старые выступления Чон Чин-гука и Ким Тэ-хёна, проводя параллели, которые, казалось, тянулись сквозь годы, маленькие жесты, мимолетные взгляды, моменты, которые когда-то казались незначительными, теперь обретали новый смысл в другом свете. Появились целые подборки, сравнивающие прошлое и настоящее, показывающие, как их динамика естественным образом развивалась с течением времени. Это не произошло за одну ночь.
Скорее, это было похоже на медленное развитие, годы совместных выступлений, опыта и невысказанного взаимопонимания, наконец, достигли точки, когда игнорировать это стало невозможно. Для многих фанатов это осознание стало даже более болезненным, чем само выступление. В то же время, СМИ и комментаторы к-поп начали подхватывать этот феномен. Статьи и мнения стали описывать этот момент не просто как вирусное выступление, а как культурный переломный момент, пример того, как современные фандомы не просто потребляют контент, но и активно формируют его смысл. Нарратив вокруг того вечера был создан не одним источником, а миллионами голосов, интерпретирующих одни и те же несколько секунд по-своему. Интересно, что некоторые профессиональные хореографы также высказались, анализируя ставшее теперь знаменитым Iconic Sway. Хотя технически это было просто, они отметили, что эффективность этого движения заключалась не в сложности, а в тайминге, напряжении и эмоциональной передаче. Для этого требовалось полное доверие между исполнителями, настолько точное понимание, что даже малейшее несоответствие разрушало иллюзию. И все же в этом выступлении все идеально совпало. За кулисами продолжали расти предположения. Фанаты задавались вопросом, будут ли будущие выступления отсылать к этому моменту, станет ли он частью официальной хореографии или останется одноразовым явлением, которое никогда не удастся повторить. Потому что в этом и заключался парадокс, а часть его силы заключалась в ощущении, что ему не суждено было повториться в точности. С течением недель этот момент незаметно вошел в историю фандома. Новые фанаты открыли его для себя впервые и отреагировали так же бурно, как и те, кто видел его вживую. Старые фанаты возвращались к нему, находя что-то новое при каждом повторном просмотре. Это стало больше, чем просто выступлением, это стало общим воспоминанием. И, пожалуй, самое примечательное во всем этом – это то, как размылась грань между реальностью и интерпретацией. Никто не мог однозначно сказать, что было сделано намеренно, а что нет. Никто не мог полностью объяснить, почему это вызвало такой глубокий отклик. Но, возможно, дело было не в этом. Потому что в конечном итоге то, что Чон Чин-гук и Ким Тэ-хён создали на той сцене, не нуждалось в доказательствах или разъяснениях. Это было то, что почувствовали мгновенно, глобально и неоспоримо. И еще долго после того, как музыка остановилась, это чувство отказывалось угасать.